Всем привет! Сегодня Парма Удинезе, клуб, который когда-то блистал на Евро-арене, а сейчас вновь поднялся в серию А. Это монумент Джузеппе Верди. Парма очень гордится тем, что он родился в Пармском герцогстве. Это известнейший итальянский композитор. Даже клуб Парма в 1913 при основании был назван клуб Джузеппе Верди. Правда, его потом переименовали в Парму, но вот настолько они гордятся этим композитором. Кстати, недавно я был на его опере «Аида» в арене Ди Вероны после матча Вероны. Выпуск уже есть на канале. Обратная сторона монумента Верди. Какие-то уважаемые господа тут изображены. Парма, как многие города Италии, был когда-то мощным городом. И, конечно же, тут есть свой Королевский дворец, в котором сейчас музей. Думаю, вы будете не удивлены, но сейчас тут проходит фестиваль Верди. В Парме все про Верди. Это памятник итальянским партизанам. Так что партизаны были не только в катакомбах Одессы. Почта и телеграф. Раньше в случае любого восстания сразу надо было захватывать почту и телеграф. Послал бы вам открыточку, но у меня нет вашего адреса. Ну, в Одессе главпочтам покруче, наверное, был. Что вам напоминает эта картина? Я думаю, ответ очевиден. У них в таком здании с 1829 года книжный магазин. Посмотрим, что у них тут на витринах, что за карты они разместили. Карта распространения христианства с 6 по 12 век. Итак, что мы тут видим? Ну, Одессу не видим. Но вон Киев во всей красе. А вот по этой карте, кстати, есть вопросики. Что это они себе позволяют? То ли я оттенки цветов плохо различаю, то ли что окрашено как-то не так. Дома Пармы. Я в Парме уже 3-й раз. Поэтому у меня есть в Инстаграме, как мне кажется, очень крутая фотография оттуда. Баптистерий. Такое специальное место для крещения. Ну и вот дома, площадь Пармы. Вот это задняя часть главного собора, а сразу за ним следующий собор. Итальянцы считают, что соборов много не бывает. Так, заглянем, что там внутри. Типовые улочки Пармы. В принципе, практически любая улица тут выглядит приблизительно вот так. Чей-то домик по дороге к стадиону. Ну, в Италии умеют жить красиво. В таких архитектурно интересных барах собираются фанаты Пармы перед матчем. Это не просто бар. В 1766 году это было казино. И тут тогда, видимо, проигрывались большие деньги. Ну, а может, выигрывались, кто знает. И прямо на фоне казино виднеется стадион Пармы. Ну, стадионы тоже своего рода казино в наше время. Кто там знает, как они сыграют. Да, в Италии старые стадионы. Но где еще вы будете заходить на стадион вот рядом с такой красивейшей старой аркой? Это стадион Эннио Тардини, где-то 27 тысяч зрителей вмещает. Ну, Парма небольшой городок. Вот на Удины у них не солдаут. Ну, кому нужны-то Удины? Кроме меня, конечно. Сегодня иду на Курву Суд. Но это не Милан. Ну, и вот такие тут очереди. 15 минут до матча. Ну, организация так себе. Забавные металлические ворота, чтобы попасть на стадион. Вот прям, не знаю, ну, редко такие можно встретить калиточки. Вот у них даже есть какая-то новая часть стадиона, видимо. Относительно новая, как для Италии, значит. Ему еще не 100 лет. Заходим на стадион Тардини. Ну, кстати, ему таки 100 лет. 1923 год. Вот открытие. Ну, наверное, его реконструировали. Вот такой вот он. Где-то тут сегодня я. Так, играет гимн Пармы. Вот это и главная трибуна. Там сидят их фанаты. Это трибуна, на которой я уже 2 раза был. Я ездил на Парму серия Б. И это гостевой выезд Удинезе там вдали. Футболисты выходят под такую музыку.
что? Наверное, это Верди. Да, это из оперы Верди, точно. Это же из-за Иды, Марк. Когда-то у Пармы были великие времена. На этом поле проигрывал сам Диего Марадона, будучи еще чемпионом Италии. Потом клуб выступал удачно в Еврокубках. Потом, как обычно, банкротство, серия D, но Парме принадлежит рекорд по самому быстрому поднятию из серии D в серию А. Они поднялись всего за 3 сезона. То есть каждый год они поднимались. Помните, когда-то было молоко Пармалат и фирма Пармалат? Вот она была спонсором Пармы, тогда эти были золотые годы для Пармы. Я вот даже тоже помню, пил Пармалат и слышал в 90-е про Парму. Ну и когда-то тут играл Джанлуиджи Буффон, и, собственно, я даже был уже, когда он завершал карьеру, на его матчах в Парме, когда он играл против Милана или Интера на Сан-Сиро в составе Пармы в кубковом матче. Начали. Хоть матч с Удинезе, но все равно фанатская трибуна полная. Ну и стадион практически полный, я вам скажу. Понятно, что там не мега солдаут, но нельзя сказать, что он полупустой. Даже та сторона, которая подороже. Уже на второй минуте первый гол от Пармы. Кричат, что бело-черное это кусок дерьма. Наверное, это заготовка на Ювентус. Но вот видите, с Удинезе тоже работает. А сейчас они Удинезе посылают в жопу. Ну, вот такая она культура итальянских фанатов. Тут так принято. Вот у человека футболка с золотых времен Пармы. Пармалат. Второй от Пармы. 2-0 к перерыву. Лучший результат Пармы в серии А когда-то это было 2-е место. И вы будете удивлены, но Парма это одна из самых титулованных итальянских команд на европейской арене. У нее 4 кубка от УЕФА. И все это в 90-е годы. Начинаем второй тайм. У них, кстати, на стадионе есть вот такое табло. Не часто такое можно встретить на стадионах Италии. Теперь радуются фанаты Удинезе, потому что счет стал 2-1. Даже с собой пиротехнику привезли. 2-2. С 2-0. Фанаты Удинезе в восторге. Отыгрались. Фанаты Пармы пели свою песню, так и продолжают петь, не меняя тон и темп. В первом тайме Парма выигрывала 2-0, а в итоге проиграла 2-3. Ну, не часто такое увидишь, но бывает. Но фанаты все равно любят свой клуб, и он уже в серии А. У них были времена и похуже. Даже после проигрыша у фанатов теплые отношения со своей командой. Причем такого проигрыша с 2-0. Ну и, конечно, у Удинезе есть повод порадоваться. Эти парни молодцы. Отыграться с 2-0. Бывший игрок Атлетико Бильбао увидел своих фанатов и передал футболку лично им. Мне до поезда идти якобы 36 минут, а уезжает он через 29. Что, буду мчаться на вокзал. Впритык, но я успел. Могу участвовать в олимпиадах по спортивной ходьбе, давать мастер-классы по планированию времени. Но вот что значит опыт туристический. Нормально поесть, как обычно, времени нет, поэтому был ограблен автомат. Вот это все где-то на 4 евро. На таком прекрасном поезде уже домчался из Пармы в Милан. Дорога занимает где-то 1:40 и стоит 12 евро. Центральный вокзал Милана, конечно, прекрасен. Каждый раз приезжаю и кайфую. Смотрите на этот холл. Вот. Скоро Fashion Week приближается. Кстати, сегодня, по-моему, он начался. Поэтому, конечно же, реклама модных брендов в Милане. Она тут всегда актуальна. Такой вот тут вид. Это райончик Брера. Один из самых приятных для прогулок районов Милана.
В общем, пришли поужинать, и можно подумать, что это закрыто. Но нет, просто надо подождать, пока подойдет кто-то и вас посадит. В Италии обычно сами не садятся. Картофельные ньокки с пармезаном и томатами. Сегодня, конечно, про Парму, но думаю, эти красоты Милана тоже лишними не будут. Мне вот это все очень нравится. Просто прекрасный город. Выезд в Парму. Уже сегодня иду на Милан-Ливерпуль. Спасибо за просмотр.